Добрый вечер, слышно хорошо, замечательно, все окей, отлично. Спасибо, девушки. Здравствуйте всем еще раз, рад приветствовать. Сегодня колесница у нас, спорная карта. Будет много нюансов. Нюансов таких, в которых, наверное, не все со мной согласятся, потому как все привыкли, что это карта такая активная, прям экшен-экшен. Ну окей. Посмотрим сегодня, что это за экшен. У меня есть, ну не то чтобы своя версия, скорее более логичная версия. Интуитивно оно, конечно, понятно, колесница, движение, все такое, но не все так просто, не все так однозначно, да. Так что сегодня обсудим, почему это не настолько активная карта, насколько все привыкли думать. Так, что у нас по времени? 19:05 по Варшаве. Окей, хорошо. Буду очень благодарен, если вы проставите лайки. Ну, мы на YouTube, YouTube любит лайки, YouTube любит комментарии, поэтому для лучшего продвижения канала очень рекомендуется что-нибудь там комментировать, что-нибудь писать в чатик, вот эти вот самые лайки, которые YouTube волшебным образом потом все равно сбрасывает, как не знаю. В общем, странное такое. Ну, вы знаете, что нужно делать, наверное, лучше меня даже. Вот. Даже если вы смотрите в записи, то все равно как бы. Моя крыша на месте, сносите ее. Ну, у меня нет цели там кому-то ломать стереотипы, да. Все-таки у каждого своя система, поэтому как кому нравится, как кому удобно работать, тот так и рассматривает архетипы. Вот, мне, допустим, близка несколько альтернативная версия. Как и с магом тоже. Примерно та же история, что и с магом, да, помните, все говорили, что вот маг, это Меркурий, а император это Овен, да? Ну, не знаю, я, по-моему, логично объяснил, почему есть варианты, да? Что это за варианты, можно посмотреть, найти на YouTube лекции. Я думаю, что вы уже там пошарили, поискали. Сфинксы лежат на расслабоне. Вот в том-то и дело. В том-то и дело, Юлия, совершенно верно. Хорошо. Ну что, я думаю, что все, кто хотел прям вот сначала прийти, попасть на эфир, я думаю, что они пришли. 9-10 человек есть. Хорошо, начнем. Начнем, да? Да, начнем. Значит, по поводу качества звука. Звук у меня всегда... Я стараюсь, чтобы звук был хороший, поэтому если у вас что-то со звуком не так, пожалуйста, подкрутите у себя. Да, у всех смартфонах, если вы там через смартфон смотрите, есть сбоку вот эти вот кнопочки, которые громкость увеличивают. Если вы с компьютера смотрите, то, ну, там понятно, как сделать громче, да. Если с телевизора, что в последнее время все больше и больше. Пульт в руках есть, увеличьте громкость. Окей. Ну, такие банальные стандартные вещи. Обсудили, да? Начнем, наверное. Добрый вечер всем, здравствуйте, рад всех видеть. Сегодня очередная лекция из цикла значения старших арканов. Сегодня у нас колесница, спорная карта, как я уже сказал, да. Одни считают ее активной, менее многочисленная группа считает ее несколько пассивной картой. Я же считаю, что в каждом старшем аркане присутствует в равной мере и активного начала, и пассивного. Да? Можно считать, что какие-то карты, они инские, какие-то янские. Но в зависимости от ситуации любая карта может проявить свою сильную сторону, слабую сторону, светлую, темную, позитивную, негативную, как угодно. Поэтому давайте все-таки будем рассматривать общий смысл карты, а не какие-то ее крайности, а не какие-то ее детали. На деталях мы, конечно, тоже сегодня остановимся. Посмотрим сегодня мифологию всех тех... мифологию самого сюжета, раз, самой карты, да, во-вторых, саму символику, детали по символике, почему там лингам на колеснице, да, что за крылатый диск такой, там такой кружочек с крылышками, да, в общем, сейчас все это увидим, сейчас все это покажем. Значит, минутка саморекламы, как же без этого, да, все-таки зарабатываю-то я на консультациях, а не на YouTube, да. YouTube это так, для души скорее и для того, чтобы делиться знаниями. Поэтому, если вам нужна консультация, не стесняйтесь обращаться, объясню, расскажу, что и как, помогу. Собственно, контакты есть в описании к этому видео, внизу там щелкните, найдете WhatsApp и вот это вот все прочее.
Вот. Собственно, еще был вопрос не так давно, что там по обучению. Да, вы меня добили, я все-таки собираю группу, поэтому если есть желающие на курс Таро, пишите мне тоже в WhatsApp, мы договоримся с вами, как где встретиться, само собой, онлайн, да. Вот, сколько это будет стоить, сколько это по времени займет, это все еще установим. Вот. Хорошо, ну, вроде такие организационные вопросы озвучил, да. Еще раз напоминаю о том, что YouTube очень любит лайки, YouTube любит, если вы комментируете, поэтому если вы смотрите видео в эфире, то в чатик можно смело писать все, что вы там считаете. Если вы смотрите уже в записи, да, то очень прошу оставить какой-нибудь комментарий, чтобы YouTube видел, что видео интересное, раз люди активно что-то там комментируют, да. Вот, таким образом и вы мне тоже чуть-чуть поможете найти новых зрителей, найти новых по итогу клиентов. Я считаю, что это честно. Вот, вот такие дела, Пергин. Ну что, давайте приступать, наверное, да? Давайте. Значит, как смотреть лекцию? Не обязательно что-то записывать, как я говорю в начале каждой лекции. Ведение конспекта, наоборот, мешает. Оно уводит фокус вашего внимания от того, что я говорю, на то, что вы пишете, и часть вы можете просто прослушать. Не волнуйтесь, все это будет в записи, все это будет сохранено, всегда будет доступ к этому видео, поэтому в любой момент можно будет пересмотреть. Опять же, если видео будет слишком длинным, не стесняйтесь, не волнуйтесь второй раз зайти, пересмотреть, если вам там что-то нужно. YouTube это только одобряет, ну а вам опять же удобно. Вот такие дела впереди. Ну что, поехали, полетели. Да, так, камеру немножко так поправим. Хорошо. Чатик видно, меня слышно. Замечательно. Еще раз рад всех приветствовать. Кто будет подходить, здоровайтесь. Вот, если будут какие-то вопросы, девушки, я очень прошу помогать тем, кто впервые на канале, что-то пояснять. Если будете видеть, что там люди что-то спрашивают, то я не всегда могу сфокусировать внимание на вопросах. Но, тем не менее, если у вас будут вопросы, касающиеся этой карты, прошу их задавать. Вот, в конце лекции я обязательно постараюсь ответить на вопросы по этой карте. Ну и, соответственно, если я вдруг замечу, что вопрос очень в тему к тому, что я говорю в данный момент, я озвучу его сразу же. Ну и там что-то, может быть, поясню тому, кому это будет интересно, кому это будет нужно. Итак, у нас сегодня 7-й старший аркан, повозка, колесница. Я называю ее колесницей, потому как человек, который находится в этой повозке, да, он очевидно знаком с военным делом, на нем доспех, на нем какая-то защитная амуниция. Уэйт описывает его как царственную фигуру с мечом почему-то в руке. Меча я не вижу, вроде бы у него в описании меч в руке, да, тем не менее в его же колоде у него не меч, а какой-то жезл указующий, либо что это, то есть, ну, тут сложно сказать, у Уэйта на это нет никакого, собственно, намека, да, что же там за жезл. Хорошо, относится эта карта в той системе, в которой я работаю, это астрологические соответствия. Можно сказать, что это уже моя авторская система, потому как, ну, во-первых, распределение старших арканов по колесу зодиака идея не новая, не уникальная, как распределять каждый решает сам. Мне больше по душе версия Юрия Хана. У него один в один совпадает, что-то я взял у него, но он астролог, я таролог, поэтому я больше смотрел на мифы, а он все описывает с помощью астрологии. Ну, окей, его право, его система, его точка зрения, моя система, она несколько более мифологичная, нежели астрологичная, но тем не менее. С астрологическими соответствиями мы тоже имеем дело, и это у нас получается 4-й дом, Луна и, соответственно, Рак. Намек на то, что это рак, достаточно очевиден, потому как мы видим доспех, да, который в средневековье относился к так называемому типу доспехов морских, да, скажем так. Это не то, чтобы доспехи, которые использовались на море, да. Я в свое время увлекался практической истории, скажем так, да, исторической реконструкции, знаком с доспехами, с разными типами доспехов, не так, что прям специалист, да,
Вот, но чуть-чуть в этом разбираюсь. Был такой тип доспехов, который имитировал крабьи, ну, не клешни, панцирь, да? Рачий, либо крабий панцирь, да, что-то такое вот морское, с морскими мотивами. И вот как раз там были такие наручи, похожие на какие-то плавники, да, чего-то такого вот. Вот тут как раз такой намек на такой доспех. Вот, то есть можно сказать, что это намек именно на что-то морское, на рака. С другой стороны, сама концепция того, что рак это беззащитное эмоциональное существо, которое находится в жестком панцире, сама собой очевидна, поэтому очень часто рыцарей в средневековье сравнивали именно вот с такими раками, да. Вот, хорошо. Теперь давайте более детально посмотрим, почему же тут Луна, да. Ну, во-первых, сами намек на полумесяцы, намек на то, что это Луна, тут и темный небосвод виден в пологе, который укрывает эту самую колесницу, да. Собственно, потому-то и колесница, что человек, который находится в этой колеснице, скажем так, военный, воин, да. А колесница, в первую очередь, это двухколесная повозка, которая была достаточно маневренной, чтобы использоваться при боестолкновениях, да, то есть, скажем так, такая легкая версия повозки. Повозки обычно использовались для перемещения тяжести, а колесницы для быстрого передвижения и завоевания. Да, ну понятно, да. Войска это то, что захватывает, завоевывает новые территории. Я не зря фокусирую внимание именно на этом, потому как дальше все это будет достаточно очевидно. Хорошо, давайте заглянем, что же за символика, почему это колесница, что это за колесница вообще такая, да? Почему тут сфинксы, от чего их два и вообще, почему эта карта не активная, а более пассивная, нежели принято считать. Ее почему-то все считают очень активной, хотя, как я уже сказал раньше, карты Таро, они такие. Старшие арканы включают в себя великое множество понятий, поэтому любое понятие можно рассматривать и с активной, и с пассивной точки зрения. Поэтому, ну, скажем так, не очень логично, не очень разумно, не очень практично использовать только одну сторону карты, активную, либо только пассивную. Да? Учитывать это, конечно, нужно, но тем не менее она дает достаточно общее настроение карты, но не лишает ее противоположного значения, скажем так. Хорошо, что у нас там по чатику. Она мне совсем не показалась активной. Сфинксы-то лежат на расслабоне. Ну да, во-первых, она так нарисована, что колесница стоит. Она отчетливо стоит. Сфинксы сидят, они спокойные, движения в самой карте нет. Допустим, если мы возьмем там как-нибудь восьмерку жезлов, там отчетливое движение, там эти палки летят по воздуху, да. Если мы берем там, к примеру, восьмерку кубков, да, там человек уходит из ситуации, тоже очевидное движение, да. Но это младшие арканы. Старшие арканы, они более объемные, более глубокие, более всеобъемлющие, так скажем. Поэтому тут стоит обращать внимание на то, как именно они нарисованы. Тут эта колесница отчетливо стоит на месте. То есть, либо он еще не поехал, либо он уже приехал. С учетом того, что мы видим на заднем плане, он, скорее всего, уже переехал. Почему? Сейчас поясню. Войска еще и защищают. Да, кстати, да. Войска еще и защищают, вполне может быть. Опять же, намек на защиту у нас четко прописан в доспехах, потому как сам смысл доспехов это армор, защита, да? Вот, поэтому защита укрепления. Опять же, мы с вами видим на заднем плане карты отчетливо защищенные городские стены. То есть сам символ города это символ защищенной спокойной жизни. Этот же символ со стражником, да, такой вот городские, скажем так, дворики внутренности города мы с вами видим на шестерке кубков, там, где мальчик дарит девочке букет цветов, да, там ходит стражник, там вот тоже вот этот город, спокойное, тихое, уютное место. Вот это спокойное, тихое, уютное место очень важное ощущение для этой карты. Сейчас объясню почему.
Давайте посмотрим, что за 4-й дом, раз уж я сказал о том, что это рак, о том, что это 4-й дом, Луна. Ну, опять же, Луна мы с вами видим Умим и Турим. Что такое Умим и Турим? Чуть-чуть попозже, да, но вот эти вот наплечники, которые в форме лунных ликов таких, да, опять же, лунный лик, намек на то, что что-то скрытое, что-то спрятанная, и вообще сама символика Луны очень глубокая, очень многогранная, поэтому в 2 словах ее очень сложно описать. Но если вам интересно, что такое Луна, я бы вам посоветовал послушать несколько часов, как минимум несколько часов различных астрологических лекций, послушать, почитать, как кому удобнее, чтобы составить непредвзятое объемное ощущение Луны. Но это к астрологам, да, я о Луне буду говорить скорее с точки зрения Таро. Давайте сразу договоримся, что я все-таки не астролог, я таролог, хотя с астрологией знаком хорошо. 4-й дом. В традиционной астрологии это окружающая среда, то, что рядом с нами, да? Родительский дом, родители, место жительства, недвижимость, то есть опять же тот же самый дом, да? Малая родина, то есть вот не это великая страна, в которой мы живем, да, бла-бла-бла, все вот это. А вот именно малая родина, тот городок, в котором вы родились и куда вы можете вернуться, чтобы ощутить ностальгию, да, и прочее. Вот родные места. Патриотизм, но в таком, скорее, узком личном плане. Я бы сказал, что в узком плане. Родословная, наследственность и в генах, и в имуществе, да, то есть это и физическое, и материальное. Семейные народные традиции, опять же, наследственность, да, но уже скорее неких действий, каких-то привычек. Дом, дача, квартира, ферма, гараж, ну, в общем, все, что связано с недвижимостью, с тем, где вы чувствуете себя в безопасности, где вы можете свободно выдохнуть в понимании того, что защищаться вам не надо, вам легче, вам проще. 4-й дом как раз дает такое ощущение уюта, комфорта, спокойствия и защищенности, в котором человек может находиться, когда он, допустим, садится в машину. Если вы хоть раз ездили на мотоцикле, да, либо на велосипеде по проезжей части, и пересаживаясь после этого в машину, вам сразу становится спокойнее от того, что вы знаете, что даже если вас там кто-то въедет сбоку либо сзади, да, с вами ничего не произойдет от того, что вы в относительной безопасности, вы защищены вот этим кузовом, да, вот этой самой машиной, автомобилем. То же самое ощущение, я с вами поделюсь своими воспоминаниями, то же самое ощущение возникает у человека, когда он одевает защиту, доспех, вот тот самый средневековый рыцарский доспех. Я вам скажу, что он на самом деле дает ощущение некой эйфории, тебе кажется, что тебе теперь не страшно ничего. Тебя могут стукнуть палкой, и тебе будет все равно, да? Ощущение угрозы и опасности при нахождении в 4-м доме, оно чуть-чуть снижается. Но при всем этом ты понимаешь, что оно не само снижается, а снижается благодаря чему-то. Вот. Аренда дачи, квартиры, земли, конец жизни, почет или забвение, одиночество или наоборот. Вот это все 4-й дом. Так, что у нас по чатику? Так, давайте. По 4-му дому мы прояснили. Постарайтесь запомнить то, что я сказал. Ну, примерно, да. Опять же, не нужно все заучивать. Нужно просто держать это ощущение у себя в голове. И тогда вы будете чувствовать эту карту все глубже и глубже. Что у нас по чатику? Нельзя запрячь в одну повозку козу и трепетную лань. Ну, наверное, можно. И как раз об этом речь-то и пойдет. Волшебная палочка. Волшебная палочка у него в руках, да, может быть. Может быть. Но волшебная палочка это следующее. У меня одной экран плывет. У всех нормально. Если плохой интернет, нажмите 3 точки в углу видео и установите качество. Да, самое главное все-таки звук у нас тут. Ну, со звуком, я надеюсь, все будет хорошо. Войска еще и защищают. Совершенно верно. Вот войска, они как раз и защищают. Но войска еще и нападают. Да? Они завоевывают, захватывают территории. Об этом не стоит забывать, потому как у войск, как и у любого другого инструмента, 2 свойства. Всегда
есть двойственность в нашем мире. Как и у карт есть активная и пассивная сторона, так и войска. Они с одной стороны защищают, а с другой стороны они могут нападать. Род и корни. Да, род и корни, совершенно верно. Или когда возвращаешься в родной город, и там даже трава зеленее. Да, раньше и пломбир был вкуснее. Да. И пломбир был вкуснее, и Сталин был добрее. Ну, это такая грубая шутка, но тем не менее. Для меня астрология опасна. Каждому свое. Так, хорошо, хорошо. Теперь давайте посмотрим, что пишет Уэйд по этой карте. Уэйд по этой карте пишет, что в колеснице гордо возвышается царственная фигура с обнаженным мечом в руке. Еще раз, меча я не вижу. Карта Уэйда. Ну, окей. Это как бы вызывает вопросы как к иллюстрированному ключу Таро, так и, собственно, к самому Уэйту. Почему он рисует одно, пишет другое, и те сомнения, которые высказывали некоторые специалисты, да, изучив и колоду, и описание, и жизнь Уэйта, да, что, мол, он сначала выпустил колоду, а потом его там в Ордене Золотой Зари наругали, сказали, что ж ты, негодяй такой, наши секреты секретные выдаешь, да, ну-ка давай, рисуй там что-нибудь другое. И он издал книжку, в которой как-то достаточно мутно описывает свои карты, и те, кто что-то понимает в символике, они как бы через эти дебри прорваться могут. А человеку неподготовленному, которому рассказывают, что вот, карты Уэйта это самые лучшие карты для начинающих, да, это самая лучшая карта для начинающих, но начинающим эту маленькую белую книжечку читать как-то так странно. И я бы не советовал. Я бы советовал все-таки сначала попробовать работать этими картами, а потом попытаться понять, почему Уэйд так их странно описал. Хотя вроде бы сам нарисовал. Что тут есть? Он есть победа, завоеванная на всех уровнях, в свершениях разума, в науке, прогрессе, в неких испытаниях, предшествующих посвящению. Что значит посвящение? Это когда человек посвящается в некую тайну, в какие-то знания, да, то есть когда он что-то понимает. Тут он еще не понимает. Предшествует, да, вот. Но какие-то свершения есть, какая-то победа есть, что-то он уже может. Хотя еще не совсем понимает, что он может. Превыше всего он символизирует триумф разума. Исходя из этого следует понимать, что загадка сфинкса касалась таинства природы, а не мира божественной благодати, на что Колесничий не сумел бы найти ответа. То есть, тут намек на то, что если вы будете пытаться головой, ну то есть разумом понять что-то, вы конечно, поймете, но логично. А у нас человеческое сознание, кроме логики, использует еще и интуицию, либо прямое чувствование. Да? И вот в этом прямом чувствовании и есть мир божественной благодати. Поэтому тут можно сказать, что загадку сфинкса-то он понял, но только ту, которая касается логики. То есть карта-повозка — это когда человек головой вроде понимает, а действует все равно как-то по-другому. Так, как заложено у него внутри. Вот. То, что Колесничий не сумел бы найти ответа, намек на то, что он может пользоваться этой повозкой. Но как она работает, как она едет, он не совсем понимает. Почему? Запаситесь терпением, я поясню позже, исходя из мифологии самого символа, что за повозка такая. Уровни его побед и завоеваний проявлены либо пребывают вне его сущности, а не сокрыты в его душе. То есть, как бы, ну не он. Все, ну скажем так, его победы завоеваны не им. Это не потому, что он такой весь замечательный, ловкий и умелый, а потому, что у него колесница есть. Ему дали эту колесницу, да, а не он додумался до того, как двигаться так быстро. Колесница — это инструмент, с помощью которого человек делает то, что он сам не умеет. То, до чего он сам еще не доехал, скажем так. Хорошо. Дальше идем. Царский титул персонажа не получен по праву на следование, и сам он не относится к сословию священнослужителей. На что это намек? На то, что как бы фигура-то царственная,
Но это не его заслуга личная, это то, что ему дали, то, что ему подарили. Да? Вот то, что ему подарили, он этим хорошо умеет пользоваться. Это, знаете, ну, смотрите, если мы сравниваем, допустим, Михаэля Шумахера, который очень ловко ездит на своей колеснице, скажем так, да, это же не его заслуга в том, что он так быстро, со скоростью 300 км в час порой, либо сколько там, ну, 200 км в час, неважно, что он так быстро двигается. Заслуга не его, это заслуга автомобиля. Автомобиль быстро едет. Колесничий, то есть Шумахер, он управляет вот этим всем, которое едет само, понимаете? Это не человек крутит педали так быстро-быстро, что быстро едет машина. В машине что-то внутри работает, оно крутится, быстро едет, человек только все это контролирует. И я вам скажу, что хорошему водителю надо, конечно, знать, как устроен двигатель внутреннего сгорания, но ему не обязательно знать, как починить отдельный винтик там где-то внутри. Это не его задача. Его задача контролировать, чтобы оно все правильно, хорошо ехало туда, куда ему нужно. Но это такой, скорее, философский вопрос, который мы будем рассматривать на следующей лекции. Пока мы давайте посмотрим символику, собственно, самой колесницы. Что за колесница такая, запряженная львами? Очень просто, она существует и сейчас. То есть, если вы были в этом самом, в как его, фонтан Сибелос в Мадриде, вот, прошу прощения, забыл, да, как называется город испанский, Мадрид. Вот, в Мадриде ну, не знаю, то ли на центральной площади, то ли где-то в центре расположен вот такой волшебный фонтан, фонтан Кибелы. И в нем Кибела, матерь богов, едет, восседая в колеснице, которая запряжена двумя львами, двойкой львов. Вот именно Кибела ездила на колеснице, запряженной парой львов. С одной стороны, мы скажем, так это значит Кибела у нас на карте. Ничего подобного. Это не Кибела, это повозка Кибела. Вот. Как там оказался молодой человек и вообще по какому праву он управляет повозкой Кибелы? Смотрите, во-первых, если мы берем древних греков, там была такая богиня Гея, богиня земли и земледелия и прочего такого, хранительница древней мудрости. То есть, наверное, ну, самая старшая богиня женского типа, скажем так, да. Образ матери Земли с ее неиссякаемым и бесконечным плодородием частично воплотился и был перенесен на богиню благодетельных сил природы Диметру, вот, а также на мать богов Кибелу. То есть, по сути, это были разные проявления, да, разные нюансы одного ощущения. Ощущение Земли, природы, сил природы. Вот если взглянуть с высоты птичьего полета, то все эти три богини, они как бы сливаются в одно великое женское естество такое, да, мать богов Кибела. Вот. Считалось, что кормилица Земля особенно расположена была к молодежи. Вот. Есть интересная история по поводу того, помните с вами у нас Триптолем? Да-да-да, Юлия, совершенно верно. Триптолем. Но вспомним еще и предыдущую карту, да, это Близнецы. Мы с вами помним близнецовые мифы. Те, кто не смотрел, кто первый раз на моих лекциях, да, поищите в плейлисте у меня на канале видео по влюбленным и по Иерофанту. Вот это третий дом с близнецами и с близнецовыми мифами. Тут мы с вами видим отголосок, последствия того самого близнецового мифа, да, как он мог быть воспринят древними людьми раньше. В античности была такая девушка, Аталанта Биотийская, это дочь очередного царя, да, Схинея, знаменитой красотой и быстротой в беге. То есть она мало того, что прекрасна была, еще и, как это,
красавица, комсомолка, спортсменка, активистка, да, и прочее, прочее. Само собой, что было много желающих на руку и сердце, но она такая была гордая девушка и всем ставила условия. Вот если ты такой крутой, да, хочешь меня в жены, давай, ты беги впереди, а я буду бежать сзади с копьем. Если я тебя догоню, ну, извини, да, раньше все было сурово. Вот, все, мол, типа. А если я тебя не догоню, значит, ты круче, чем я, значит, достоин быть моим мужем. Поэтому, ну, вот, собственно, и был такой товарищ Гиппомен. Очень уж он хотел взять в жены эту Аталанту, ну и, собственно, обратился к богине Афродите. Афродита дала ему 3 золотых яблока, которые он ронял, пока убегал от этой самой Аталанты. Да? Вот отношения там у них были. Да? Вот, она видела яблочко золотое, ой, яблочко, да, останавливалась, чтобы там взять, собрать, полюбоваться. И он за это время убегал. И по итогу, вот с помощью этой уловки, он таки выиграл. Вот, и она была вынуждена отдаться ему в жены, да, но что он забыл сделать? Он забыл поблагодарить Афродиту, на что-то очень серьезно обиделась и наслала на 2 этих молодых товарищей любовное помешательство. Поэтому помешательству, то есть, ну, такая сильная страсть у них там вспыхнула, да, вот, что они возлегли в храме, и, собственно, там же в храме, собственно, и, ну, понятно, да, вот. Бородатая женщина, силушка тестостероновая, ух, несла ее. Ну, не то чтобы бородатая, вроде как пишут, что была красивая. Но, тем не менее, глупая, раз забыла сказать будущему мужу, что, ну, раз уж ты выиграл с помощью богини, нужно ей сказать спасибо. Он тоже забыл, поэтому на них наслали такое безумие любовное, и они согрешили прямо в храме. Что делать было нельзя. Категорически делать было нельзя. А мы с вами помним, что Луна, она ответственна еще и за верное и неверное действие, за правильный и неправильный выбор. Да? И вот помните, в близнецовых мифах после правильного выбора тебе давалось что-то хорошее. После неправильного, собственно, тебя наказывали. Вот, и последствия твоего выбора, карма и прочее, прочее, оно четко отслеживалось с помощью богов. И, собственно, одна из богинь, то есть та самая Кибела, есть сведения, что как бы они именно в ее храме сделали вот сие непотребство. Вот. Другие мифы рассказывают, что в храме Зевса. Ну, в общем, как бы Кибела по итогу их превратила в пару львов и запрягла в свою колесницу. И на них ездилась. Вот, каталась. Собственно, отсюда мы с вами видим, что хвост тянется еще и из близнецов, из предыдущей карты. И мы с вами видим последствия неверного выбора. Не так, как учил Иерофант в этом самом, в храме, делать вот такие вещи никак нельзя. Святотатство будет. Если ты следовал правилам, если ты тоже чувствовал по влюбленным, что даже если ты чувствуешь сильную страсть, то нарушать правила нельзя. Если ты нарушил, окей, последствия будут. Вот они, эти последствия, тебя превращают в льва, и ты, собственно, как одна львиная сила работаешь в упряжке со второй львиной силой. Вот такая история про близнецов, которые обидели Кибелу. Вот. Но был товарищ, который нравился Кибеле, и которому, ну, собственно, она же Диметра, она же, собственно, мать богов, то есть сила природы, да. Давайте договоримся, что в данном случае, как бы мы в мифах говорим о разных вариациях силы природы. Тем более, что Уэйт сам писал, что это не божественная высшая там сущность, какой-то там мир божественный высший, да, а нормальная земная карта, да, то есть речь идет именно о природе, о силах природы. Так вот, силы природы и есть эта самая колесница. Диметра познакомилась с молодым человеком, которого звали Триптолем. Вот, сын Элевсинского царя, ну, в общем, царевич. Вот, она ему подарила
запряженную двумя драконами, либо змеями, либо какими-то другими там существами, активными такими, колесницу, вот, и пшеничные семена. Он был посвящен в тайну священных мистерий, стал жрецом богини, которая научила его обрабатывать землю. С его именем связано введение в Аттике земледелия и распространение, заметьте, оседлой культуры. Да? Об этом чуть-чуть позже. Вот. Так, на прилегающем к Элевсину, про элевсинские мистерии мы с вами говорили на прошлой и на позапрошлой лекции. Помните, да? Вот что это за волшебные семечки, которые давали человеку познание божественной сути и всего такого вот, да? Что это за волшебное питье такое? До сих пор нас им угощают в храмах, но теперь уже в виде когора и в виде облаток, да? Вот, ну, собственно, вот на этих... Вот, в основном Триптолема рисовали сидящим, либо стоящим на крылатой колеснице, влекомой парой драконов, либо змеев, либо других земных существ, да? Причем изображается очень часто его момент отправления в далекий путь в присутствии Диметры и Персифоны, которые вручают ему орудие земледелия, хлебные зерна, либо момент полета по воздуху, когда Триптолем рассыпает дары Диметры перед изумленными людьми. В эллинистическую эпоху основание некоторых греческих поселений в Сирии, допустим, и введение земледельческой культуры приписывалось, собственно, вот этому самому Триптолему. Если мы с вами помним, как у нас в предыдущей карте, а предыдущая карта у нас влюбленные, да, изгнание из рая, мы с вами помним, что в раю люди жили в дружбе с животными, да, в дружбе с природой. В райском саду им было все, что им там нужно. Захотел есть, с дерева сорвал, там съел, накопал корешков, в общем, еды хватало всем. Это собирательство, это когда пещерный человек ходил по территории, что-то там собирал, жучков, червячков, мамонтов и прочее всякое такое, что ему само в руки падало, прыгало. И был счастлив. Но с переходом к земледелию человек уходил от природы и, скажем так, отцивилизовывал свою жизнь. Он начал заниматься земледелием. То есть он взял дары природы и с помощью этих даров природы сделал то, чего не умел сам. Он не умел сделать вот, ну, скажем так, родить из ничего продукты питания. Это умеет природа. И природа делится с человеком своим, ну, как сказать, инструментом, да? Она ему дает зерно. Зерно, которое растет само. Человеку нужно просто управлять этим ростом. Вовремя посадить, вовремя полить, вовремя собрать, там, съесть, и все, пожалуйста. Более того, если делать это правильно, зерно становится лучше, отборнее. Ты отбираешь самые толстые, самые правильные зерна, они вырастают еще больше колосья. То есть вот это вот окультуривание природных диких растений человека отдаляет от природы, отдаляет от рая, но приближает к цивилизованности, к цивилизации. И, собственно, вот сама символика цивилизации, как оседлости и городского образа жизни, смогло реализоваться только после того, как человек занялся земледелием, как человек осел на одном месте, перестав кочевать. Понимаете? Вот это и значит эта самая карта, что человек останавливается на чем-то, достигает чего-то и пользуется результатами чего-то того, что не его заслуга. Это не он умеет расти, это природа умеет выращивать. Он просто пользуется дарами природы, которыми управляет. Он сидит в этой колеснице. Конечно, он теперь уже владеет всеми этими дарами природы, он ими пользуется, он растит их как хочет. Но изначально эту колесницу не он построил. Это колесница богов. Силы природы устроены кем-то свыше, какими-то богами, либо богом. Да? Все зависит от того, в кого вы верите. Таким образом, человек только возничий в этой колеснице. Вот. Скорее уже приехал, город уже стоит. Ну да, город уже стоит. Это, смотрите, тут
Если мы берем миф, мы должны понимать, что к моменту, когда человек рассказывает этот миф, миф уже случился, произошел. Человек как бы рассказывает полный миф, целиковый. И в этой целиковости есть все. Итог тоже есть уже. То есть эта карта и значит оседлость. То, к чему человек активно шел, завоевывая территории и оседая на них потом, создавая свои города. Да? Помните, мы с вами в прошлой карте мы говорили о том, что близнецам присуще насилие, от того, что близнецы это воины, от того, что они завоевывали новые территории, да, вот та самая колесница, которую солдаты помогают землепашцам тащить вперед, от того, что солдаты завоевывают, а хлебопашцы пользуются потом. Те же самые Ромул и Рем, да, римляне, первые римляне, они создали свой первый город, у них не было своих женщин. Они похитили сабинянок, да, то есть, соседей, соседских женщин. Вот. Поэтому, да, сначала ты захватываешь, а потом ты оседаешь на всем, что ты захватил. Ты оцивилизовываешь свои победы. Уэйт пишет о победах, о достижениях, да. Но это не столько заслуга самого персонажа карты. Он не главный герой, он персонаж. Главный герой карты — повозка. Потому что карта называется повозка, колесница. Это не про него карта, это про колесницу, про оседлый образ жизни, про дары природы, которыми мы пользуемся, которые дают нам возможность сидеть спокойно на одном месте, не бегать за каждым яблоком в соседний лес, понимаете? Вот, поэтому это такая, скорее, спокойная карта. Это карта отдыха, где ты завоевал и теперь можешь наконец спокойно отдохнуть на груди вот награбленного от того, что вот тебе его отдали. Скажем так. То есть получается, что колесницу-то ему дали с хорошим потенциалом движения, но пока он не научился ей управлять, она никуда не поедет. Конечно, потому что нужно знать тайну сфинксов. Пока ты не знаешь тайны сфинксов, ты не можешь с ними разговаривать, они не будут тебе служить, они будут ехать тогда, когда захотят, и туда, куда захотят, они сами умные. Вот эти змеи Диметры, да, либо драконы Диметры, это же символ мудрости, причем мудрости молчаливой, таинственной. Сфинкс, он почему молчит? Потому что, вот он говорит загадками, да, он непонятный, он такой загадочный весь, да. Истина скрыта в нем внутри, как и в змее, в драконе, в символе мудрости, да. И чтобы понять загадку сфинкса, ты, должен достичь чего-то. А пока ты можешь на них просто ездить. Вот. Тот же самый Юрий Хан, о котором я часто вспоминаю, да, вот он утверждает, что вот этот товарищ, да, Триптолем, он прям замурован, что это памятник, да, что это бетонная такая штука, которая вот своим основанием жестко стоит на том месте, куда ее поставили. Я считаю, что это перебор, да, это уж как-то слишком в крайности, поэтому нет, это колесница, она, конечно, может ездить, но чтобы ей грамотно управлять, нужно уметь, нужно понимать, что за сфинксу ее тянут. И, конечно, хороший Шумахер, он обязан знать, как работает двигатель внутреннего сгорания, хотя ему не рекомендуется туда лезть, его чинить в случае чего. Потому что если работает, окей, хорошо, пусть работает, не меняй, не лезь. Но если не работает, то разбираться должен специалист. Вот такие дела. Поэтому мы с вами видим, что это, в принципе-то, ощущение такое. По мифологии, это повозка Кибелы. Это не то, что он создал. Это то, что ему подарили, дали от мамы богини. Вот. Если мы берем Умим и Турим. Да, что такое Умим и Турим? В описании Уэйта говорится о том, что вот те две личины, да, это самое, Умим и Турим. Если мы загуглим с вами, что такое Умим и Турим, мы с вами выясним, что это инструмент, которым пользовались священнослужители
И мало кто знает, как им пользоваться, кроме этих самых священнослужителей. Опять же, намек на то, что ты, конечно, можешь этим пользоваться, но как оно работает, непонятно вообще. Не ты знаешь, как оно работает. Считается, что это некий инструмент таинственный. Некоторые считают, что это два камешка, черный и белый. Опять же, что намек на то, что это вот черные и белые сфинксы, да, какие-то разносторонние, диаметрально противоположные силы толкают твой инструмент, приводят его в действие. Вот, здрасте всем, здрасте всем. Вот, и не обязательно это черный и белый камень. Это как один из вариантов Умима и Турима. С помощью Умима и Турима гадали священнослужители. Считалось, что это как бы, ну, как жребий тянуть. Как выпадает жребий, никто не знает. Устройство выпадения жребия – это воля богов. Вот боги решают, что вот, значит, вот так. Значит, вот происходит так. Если боги решили, что ты вытащил из мешка черный камень, ну, значит, нет. Если боги решают, что ты вытащил белый камень, ну, значит, да. Как оно работает, вот механизм, собственно, выпадения, это не ваша задача, не вашего ума дело, так скажем. Колесничий, он управляет колесницей, а не создает ее. Понимаете? Поэтому он как бы, ну, он пользуется тем, что ему дали. Как оно работает, ему знать не надо. Вот, с помощью вот того самого Умима и Турима первосвященник узнавал Божью волю. Вот. Как-то так. Теперь у меня спрашивали, а что ж там вот символика такая, да, вот там отчетливый лингам есть, да, вот этот вот кружок с крылышками, что это такое? Как это все значит? Лингам, окей. Если, ну, давайте сначала про диск с этим самым, про крылатый диск. Помните, кстати, в Гарри Поттере была такая тема, снич, да, кто поймает снич, тот выиграл. Вот тот самый крылатый шарик. Вот. Что же он значит? Если мы берем сам символ, диск с крылышками, который много где встречался и до сих пор, заметьте, встречается, причем очень любят его рисовать на любого рода повозках, да? Интересно, почему? Вот. Это древний мифологический символ, широко использовавшийся в Древнем Египте, в Месопотамии, в Хеттском царстве, в Урарту, Персии, ну то есть у шумеров, да, и прочих древних востоков. По одной из версий, крылатый диск представляет собой Солнце в момент затмения, причем крылья и иногда птичий хвост отображают элементы солнечной короны, да, знаете, как Солнце светится, вот, выходя из-за Луны. Однако же есть и сопоставление его с небом, солнцем, солнечным могуществом и возобновлением жизни или божественностью, величием, мощью и вечностью духа. То есть чем-то таким постоянным, вечным, повторяющимся и бесконечным, скажем так. Понимаете? То есть оно крутится само, оно летит само. Как оно работает, непонятно. Причем эта символика жизни заложена и в нас, и во всю природу, и в принципе, как это мощь и вечность духа. Вечное движение, скажем так. Поэтому на машинах любят рисовать вот такие вот эти самые, как символику постоянного движения. С одной стороны, это намек на движение, конечно. То есть мы смотрим с вами, ага, значит, карта все-таки активная. Вот, ну, как бы да. Вечное движение есть, но оно скрытое, оно внутри, оно заставляет двигаться вот ту самую колесницу, которую вы можете остановить в любой момент. Куда вы едете на этой колеснице? Туда, где вам хорошо, где вам не нужно постоянно беспокоиться о том, что съесть завтра. То, что у вас по земледелию есть запас. Излишки — это и есть результат земледелия осознанного. Вот. Если мы берем Древний Египет, то вот диск с крылышками, он же скоробей, да, бог восходящего солнца Хепри, связанный с перерождением, с воскрешением и с новой жизнью в виде крылатого скоробея. Вот. Утреннее восходящее солнце. А если мы вспомним, что у нас
четвертый дом как раз замыкает первую треть зодиака, да. Считается, что человек, познав первые 4 знака, осмыслив, либо прочувствовав, да, развиваясь вот до этой меры степени, он достигает некого итога промежуточного, за которым он должен начать развиваться уже осознанно. То есть можно сказать, что первая треть зодиака у нас, она такая, как бы человек сначала впитывает в себя все, что ему дает мир. Молодой человек, маленький, ребенок растет до школьника, школьник до студента, студент выходит из вот этого школьного рая, как бы, да, дальше он уже сам должен ехать на той колеснице, которую ему дали боги. То есть на характере, на воспитании, на всем, что в него заложила мать природа, его данные физические, умственные, то, что в нем воспитали родители, то, что в него заложили учителя, да, все это вот и сосредоточено в этой колеснице. На этом всем он и едет. Не он себе все это сдает, он это в себя только впитывает, ему это дается. Понимаете? Поэтому вот тут есть некий такой водораздел между Луной и Солнцем. И вот дальше человек начинает жить осознанно. Где-то с 28 лет человек должен понять, что он собой представляет в жизни, чего он достиг с помощью мира, да? И как же ему теперь, раз уж он достиг чего-то, а по колеснице человек приезжает, закладывает город, и он создает как бы свой семейный очаг. С 21 до 28 лет человек примерно должен создать семью, родить чуть-чуть детей, построить худо-бедно дом, начать зарабатывать и как-то, устроиться в этой жизни первоначально. Дальше, когда у него все уже идет по накатанной, работа, дом, дом, работа, заработали еще месячная зарплата, еще там 1 год, второй раз, третий год проработал, все идет по налаженной колее, все идет нормально, ровненько, гладко, вот тогда можно думать о творчестве. Тогда можно думать, окей, у меня что-то получается, как мне теперь проявить себя, раз уж мы базовые потребности с вами осуществили, человек к середине, к тридцатнику, да, вот у мужчин это отчетливо проявляется. Мужчина начинает думать, елки-палки, как же вот вроде есть работа, есть дом, есть семья, есть дети, семейный очаг, там все дела. А что-то не радует, да, хочется что-то свое, внести какую-то свою лепту в этот мир. И человек начинает копаться в себе. А что же я хочу-то на самом деле? Не то, как меня родители научили, что там и где. Вот свой собственный выбор пути, которые тебе указывают, тебе дают несколько вариантов действия. Вот такой, 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 такой. Ты должен правильно выбрать тот путь, который тебе предлагают старшие, умные люди. С помощью того, что они тебе дают, вот этой самой повозки, вот этого самого инструмента, характера, который они в тебе и воспитывают, и закладывают в тебя все эти знания, ты должен как-то базовую себе семью создать, дом построить, а потом уже думать о том, как же теперь свои-то интересы проявить. А вот теперь я хочу по-своему, но это уже лев, это уже следующая карта. Пока мы в колеснице, а колесница это, тебя научили, тебе дали, посадили в эту колесницу, дали зерен, сказали, вот туда езжай, там сажай эти зерна, там строй город, там закладывай свою цивилизацию. Там у тебя все будет, если ты будешь работать правильно. Ты будешь себя чувствовать в безопасности, в этом защищенном месте, которое, само начинает тебя кормить, если ты будешь правильно ухаживать за вот этими посевами, понимаете? Вот это вот вечное, этот переход от того, что вот ты достиг чего-то, теперь ты хочешь чего-то большего, да, постоянное стремление жить, постоянное стремление развиваться. Жизнь это то, что живет, растет. Постоянное стремление двигаться вперед есть в природе самого человека. Она заложена в нем самой природой. Человек есть часть этой колесницы, понимаете? Поэтому он как бы там так нарисован у Уэйта, будто бы впечатан в колесницу. Он и есть часть этой колесницы. Просто пока он это еще не понял. Пока он просто едет во всем том, что ему дали родители. Про лингам спрашивали. Что за лингам такой, да? Собственно,
такая круглая штука с палочкой, да? Что это такое? Это восточный символ, в основном в буддизме используется. Проще говоря, это что-то мужское, вставленное во что-то женское. Ну, понятно, да? По-моему, все очевидно. Скажем так, это фаллический символ, если уж сказать так, но правильно его изображать в соединении с женским символом. Поэтому в древнеиндейской мифологии и в некоторых течениях индуизма это символ божественной производящей силы. Да? То есть ты можешь сделать это все, если правильно соединишь свое мужское начало со своим женским. У тебя родится что-то новое, если ты будешь использовать все свои части. И белого льва, и черного льва. Да? И желание активно завоевать, и желание потом спокойно расслабиться и отдохнуть. То есть ты должен и работать, и отдыхать. Ты должен понимать мир и по-мужски, и по-женски. Ты должен чувствовать угрозу и обороняться от нее с помощью чего-то оборонительного, да, так скажем. Вот. Построила сына, вырастила дом, и вот мне 28, сижу, учусь. Ну, это вот вы учитесь, потому что хотите что-то свое делать. Вот. Поэтому вам важно понять, что там свое, а потом уже будет опять обучение по следующему кругу. Вот. Считается, что образ Линга Йони Мурти, то есть, ну, вот это самое Лингама, символизирует собой неделимое единство мужского, то есть Шива, и женского, то есть Шакти Шивы, начал, от соединения которых и происходит жизнь. То есть это символ начала жизни, происхождения жизни. Если мы берем символику земледелия, то вообще лингам, по сути, да, это вот та самая ступа, в которой с помощью вот как это, ну, пестик, да, или как эта штука называется, я не помню, честно сказать, я не очень земледелец, да, вот, я скорее священнослужитель по роду занятий. Вот, в общем, ступа и вот этот пестик. Мужская и женская символика. Из этого что-то получается. И, кстати, ступа, почему Баба Яга летала в ступе? Потому что вот у нее такая повозка была, да, вот тот самый лингам Шивы, да, и прочее, прочее, только женская символика. Кстати, вот Баба Яга и дарит Ивану Царевичу там либо совет, либо там вот этот клубок волшебный, который приводит его к царевне, там, либо к Кощею, кому там он его приводит. Вот, жерло. Жерло, да, может быть и жерло. Вот, то есть это символика дара чего-то такого вот старшего, младшему и бестолковому, который сам дорогу найти не может, мы ему дадим вот этот подарок, посадим его в эту колесницу, которая сама его привезет туда, куда нужно. Не будешь лезть под капот, он тебя довезет туда, куда нужно. Вот, скажем так, понимаете? Поэтому все дары, которые в мифологии дарились главному герою, с помощью которых он потом одерживал победы, ну, конечно, он этим пользовался. Но без этого дара бога, без сандалик Гермеса, герой бы не победил Медузу Персей, да? Вот этот щит зеркальный тоже, опять же, тоже дар. Все, что дарит ему, вот это и есть колесница. Это то, что тебе дали, пользуйся, пожалуйста. Создавай что-то, но по образу и подобию. То есть это не что-то новое, что человек сам создал. Это то, чем ты можешь пользоваться по инструкции, так скажем. Потому как Луна у нас, она движется, она меняется, она как бы один из самых очевидных небесных тел, который меняется, потому как там фазы Луны очень быстро так скачут, да, быстрее, чем другие планеты как-то меняют свой ход. Это очевиднее, это заметно прямо. Солнце, кстати, не меняется, оно либо выше, либо ниже. А Луна, она прям сама меняется. Поэтому с одной стороны Луна это пассивное начало, но с другой стороны она меняется. Это движение, но которое происходит внутри самого процесса. То есть мотор внутри, он движется даже если машина стоит. Вот тут машина стоит, но мотор движется. Понимаете? Поэтому как бы и движение есть, и движения нет. От того, что мы-то едем куда? Туда, где нам не нужно уже ехать. Мы должны куда-то приехать, чтобы отдохнуть где-то.
Вот. Кстати, вот символика создания нового начала. Это вот тот самый Ноев ковчег, где каждой твари, кстати, по паре, да, черное, белое, мужское и женское. Зачем по паре? Чтобы создать новую жизнь. После какого-то страшного этого самого. Причем, заметьте, это не Ной придумал этот ковчег. Ему дали его, ну, как бы идею вместе с чертежами, ему дал Бог. В подарок. Вот, бери, видишь, ты только построй. Вот, а идею я тебе дал. То есть это не сам Ной все придумал. Ему эту идею дали в готовом виде. Он ей просто воспользовался, чтобы приехать в какое-то спокойное место среди всех этих бурных волн, да, и начать там новую жизнь, новую семью. То есть это символика создания новой цивилизации, новой семьи, новой жизни. Вот. Если мы берем значения какие-то, ну, скажем так, по практическим значениям, все-таки я буду делать больший упор в курсе групповом, да, там, где мы будем онлайн работать с группой. Там мы будем рассматривать значения, собственно, в раскладах. Ну, конечно, тут я тоже чуть-чуть упомяну. Просто на лекциях групповых мы там будем рассматривать ваши варианты, ваши предложения, да, разные случаи, разные ситуации, разные контексты. Тут я даю такого с большего общее. Если мы берем по социуму, то эта карта обычно говорит, говорит о личности человека, о его характере, который он показывает другим людям. То есть это вот тот самый защитный панцирь, личина, которую человек одевает для общения с другими людьми. Дома он естественный, настоящий. У семейного очага он расслабляется, снимает этот панцирь, да, и начинает быть естественным, настоящим, правильным. Когда он идет во внешний мир, он надевает эту защиту, да, чтобы показывать другим людям свой образ. Как бы он одевает там функцию некую. Директор предприятия, либо таксиста, либо там, я не знаю, учителя. Все зависит от той социальной функции, которую он представляет собой как личность в человеческом мире. Это инструмент, это не его естественная душа, это его характер, которым он пользуется при общении с другими людьми. Причем надо сказать, что человек-то делает это не осознавая, колесница едет сама. Вот эта личность, она включается, как только мы начинаем общаться с другими людьми. Как только мы переступаем порог собственной квартиры, мы сразу становимся какими-то чуть-чуть другими. Мы начинаем играть некую роль социальную. Да? Поэтому это взаимодействие с миром. Это свой путь, который ты начинаешь осознавать, по которому ты движешься уже. То есть какие-то твои привычки, какой-то твой характер, которым ты должен пользоваться по-своему. Да, раз уж сделал выбор по влюбленным, окей, хорошо, двигайся по этому своему пути. Пусть он у тебя прочерчен заранее, да, кем-то, определен учителями, родителями, природой, твоими природными данными. Но тем не менее ты по нему идешь, это твой личный путь, твоя личность. Какие-то свои интересы. Вот. То есть ты отстаиваешь на этом пути свои интересы. Ты завоевываешь новые земли, ты похищаешь этих сабинянок, да, ты делаешь то, что тебе нужно, хочется, то, что тебе необходимо. Почему? Потому что ты должен обеспечить свою безопасность. Ты должен набрать себе много золота, чтобы потом спокойно на нем отдыхать. Чтобы не беспокоиться потом о том, где взять еще золото, да? Вот. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, поэтому в социуме это вполне возможно, что активная карта. Вот. Но она ведет к тому, что человек должен осознавать путь, по которому он идет, и конечный итог. Правильный путь — это путь с конечной точкой. Ты знаешь, куда ты должен идти, тогда и путь у тебя будет правильный. Понимаете? Вот, пока путь по этой карте — это стабильность, ощущение безопасности, стабильности, стабильной, как это сказать, стабильной траектории, повторяемого пути, потому что символика Луны — это символика повторения этих самых лунных циклов, да. Она сначала растет, потом убывает, потом опять растет, потом опять убывает. Она постоянно меняет свои фазы, но по кругу.
Ощущение, что эта колесница ездит по одному и тому же маршруту. Когда у человека появляется дом и появляется работа, у него жизнь начинает приобретать такие лунные циклические ритмы. Дом, работа, дом, работа, дом, работа. Да? Одна неделя, вторая неделя, третья неделя. И вот некоторые люди, построив дом, родив детей, да, найдя какую-то работу, найдя какое-то вот занятие жизни, не смысл жизни, а именно занятие жизни, да, какую-то работу, с помощью которой они обеспечивают свою безопасность, вот это и есть эта карта, обеспечение безопасности своей, они зацикливаются на этом. И смотришь, вроде бы ты к 27-28 годам должен вот встать на этот цикл, на этот путь, познать его и начинать потихонечку желать из него выйти, чтобы создать что-то большее, чем просто хождение по кругу. А некоторых это устраивает. Некоторые в 27 лет заканчивают свое развитие как личность. Просто продолжают до конца своей жизни ездить на свой завод, отрабатывать свою смену, зарабатывать свою зарплату, привозить домой. На следующий месяц опять едет на завод, опять смена, зарплата домой, работа, дом, дом, работа. Некоторые так до конца жизни и крутятся в этом колесе. Ну, само собой, что завод это такая, скажем так, аллегория, да, человек может трудиться в айтишечке, да, создавать какие-то программы, код писать, да, создавать какие-то приложения, быть компьютерщиком, айтишником, но тем не менее, если у него в жизни вот есть такое дом, работа, работа, дом, да, если он чувствует, что он попал в эту петлю, то он не продвинулся дальше этой повозки, и поэтому разница между тем, кто ездит на завод, и между тем, кто ездит вот на какое-то постоянное место работы, она в том, что движение присутствует, но оно такое закрытое, зацикленное, как трамвай по рельсам ходит из депо в депо, да? Пункт А, пункт Б, опять пункт А, пункт Б, и так вот. Как по кольцевой ты ездишь по хорошо знакомому маршруту, отстаивая свои интересы. Финансы и имущество. Наследство в первую очередь, потому что потому что колесница Кибелы, да, матери богов, это то, что ты получил от матери в дар. То, что тебе передали те, кто жил до тебя. Это инструменты, которыми ты пользуешься, да, тот же самый ноутбук, либо биржа Форекс, да, то есть некие механизмы, которые созданы до тебя, и ты просто-напросто ими пользуешься, чтобы заработать себе большую денежку, чтобы встать на этот путь, да, все больше и больше зарабатывать. В плане бытовом таком, это может быть, конечно, личный транспорт, но как же без этого, да? Очень многие девочки из инстаграмчика, которые там гадают крайне примитивно, да, очень многие любят говорить, что это же машина, да, это вот ехать, это поездка, это машина, это ты вот машину купишь себе или там мужчина тебе машину подарит. Как в каких-то вариантах, да, а почему нет, вполне может быть и так, вот. Но не всегда. Важно помнить, что это транспорт, но транспорт такой, знаете, скорее личный, не общественный. Это то, что тебе сделали, да, либо подарили, либо, ну окей, ты заработал, но не ты сам создал эту машину, ты ее купил, ты ей просто пользуешься. Вот. Поэтому это результат чужого труда, потому как, опять же, не вы создали эту колесницу, не герой создал эту колесницу, а Кибела, мать богов. И надо сказать, что когда очень многие тарологи говорят о том, что вот архетип карты колесница это герой, это огромная ошибка. Не герой архетипа этой карты, колесница архетип этой карты. Колесница сама по себе архетип, понимаете? Карта так и называется. Колесница. Главный действующий герой в этой карте это колесница. Герой просто водитель, он просто сидит, он едет в этой колеснице. Главное действующее лицо всегда в названии, поэтому карта башня это не про людей, которые падают с этой башни, а про башню. Карта маг это про мага. И иерофант про иерофанта. Вот. А колесо фортуны это колесо фортуны, это механизм взаимодействия всего со всем. Так вот, повозка это инструмент, с помощью которого человек делает то, что он сам сделать не может. Причем чаще всего этот инструмент заимствованный, либо подаренный, либо приобретенный. Вот. Опять же, тут речь идет и об осознанном выборе, да. Ты понимаешь, что этот механизм как-то работает. Ну, допустим, люди там на Форексе как-то торгуют, я без понятия как вообще.
Вот. Для меня оба этих сфинкса, да, если мы рассматриваем биржу Форекс, там что черное, что белое, для меня все эти сфинксы в Форексе, они серые, они одинаковые, они мне непонятны. А вот для тех, кто знает, как это работает, как ездить на этом Форексе, они знают, где там черный лев вступает в силу, а где белый вступает в силу. Когда нужно продавать, а когда нужно покупать. Ну, какие-то там акции, что-то там еще такое. Вот такие дела. Поэтому это скорее, Форекс, да, либо финансовые механизмы, которые вы знаете и действуете осознанно по этим механизмам, пользуетесь ими. Вот, потому как водитель в машине, он понимает, что он делает, когда он дергает за рычаг переключения передач. Но ему не нужно знать, какие там шестеренки переключаются. Ему нужно знать, какой рычаг дернуть. По действию, по саморазвитию. Осознанный выбор. Это то, что я уже сказал, да. То есть осознанный выбор своих собственных действий. Ты должен понимать, куда тебя тянет твой характер, как ты его можешь развернуть в общении с другими людьми, как ты можешь на них правильно воздействовать. У кого-то черный сфинкс сильнее, ему проще убедить, заставить действовать по янской какой-то позиции, да, по-мужски, изменить ситуацию, если она тебе не нравится. А кто-то понимает, что в его характере заложен больше белый сфинкс, да, и ему проще подстроиться под ситуацию, изменить себя, приспособиться и по итогу выиграть больше, нежели бы ты выиграл, если бы действовал активно. Поэтому важно понимать свой характер, важно понимать, как ты выбор делаешь. Наследственность по этой карте. Само собой понятно почему, да. Интуиция в действии. Интуиция — это вот те самые Умим и Турим, да, вот тот жребий, которым ты можешь пользоваться, хоть и не понимаешь, как он там выпадает. Ну вот как-то там божественная воля провидения, как-то оно там что-то такое вот работает как-то, да. Как работает, не важно, важно знать, как пользоваться. Люди, ставьте лайки в благодарность. Хорошее замечание в чатике, спасибо, Оксана. Так, все сводится к тому, что управлять надо не колесницей, а теми силами, которые ее тянут. Нет, вот управлять вы ими не можете. Управлять вы можете колесницей, а вот силы, которые тянут колесницу, вам не подвластны. Как это сказать? Ну, скажем так, управлять колесницей вы можете с помощью руля. То есть вот вы сели за машину, да? За руль в машину сели, вы можете ее направить в какую-то сторону, да, но вы не можете, то есть вы можете изменить ее положение вместе со своим положением в этом мире, вы можете ей воспользоваться целиком, как бы, да, но изменить принципы, по которым она едет, вот те самые законы природы, законы физики, законы химии, которые там вступают в соединение, вот это пары бензина взрываются, это вот вся физика, химия, вся это. Вот вы этим вы не можете это менять, но вы можете менять общее все это, да. Вы не можете изменить свои черты характера, ну, по крайней мере, так считается. Но пользоваться этим характером вы можете. То есть есть какие-то черты в вас сильные, есть какие-то черты в вас слабые. Менять их вы не можете, но вы пользуетесь сильными, старайтесь не пользоваться слабым. Понимаете? Вот в чем суть. Старайтесь не давать волю слабым своим чертам и раскручивать больше сильные. Вот. Скрытое влияние — это намек на Луну, потому как Луна влияет не напрямую по Солнцу. Солнце — это следующая карта, это сила, собственно. Это такая, вот это скорее скрытая сила. Это умение как бы пользоваться не напрямую, а опосредованно управляя. Вы не поворачиваете колеса руками. Вы крутите их с помощью руля. Вы ими управляете, этими колесами, понимаете? Вот. Черный и белый сфинкс как символ интуиции и разума, чтобы ехать ровно и правильно владеть одинаково. Нет, черный и белый — это крайности, противоположности. У вас противоположности могут быть какими угодно. Это может быть разум и интуиция, это может быть мужское и женское, да, там анима, анимус. Это может быть сознательное и подсознательное. Это может быть левая рука, правая рука, да, вы пользуетесь ими по-разному, но нужно понимать, где в какой момент нужно пользоваться правой рукой, а в какой момент левой.
понимаете? В разных ситуациях нужно включать разных сфинксов. Потому что они хорошо подходят к разным ситуациям по-разному. У них разные функции, они по-разному могут выполнять. Поэтому одинаково неправильно. Правильно вовремя. Вот. Эмоции и личная жизнь. Стремление к себе, путь к семье. Ну, это понятно, да? То есть семья — это что-то стабильное в вашей жизни. Нестабильное в вашей жизни — это те девушки, либо парни, с которыми там в подростковом возрасте мы встречаемся там. Собственно, вот процесс встречаний этих, да, отбор претендента на руку и сердце, он происходит в близнецах. Когда вам иерофант говорит, выходи за богатого, а вы перебираете варианты по близнецам, да, выбираете, этот мне больше нравится, либо этот, либо этот. Вот. Вот там вы перебираете варианты. Люди встречаются, когда выбирают, жить ли с этим человеком, либо нет. По колеснице это уже осознанный выбор. Вот этот мне нравится, с ним я хочу опять, снова, еще раз, встретиться еще раз, еще раз. На постоянной основе встречаться, по итогу остановиться, да, и, ну, как бы свести вот это движение к бездвижению, свести все в ноль, свести все в то, что он остается в твоей жизни навсегда. Завести свою семью, чтобы не нужно было встречаться больше ни с кем, понимаете? Вот. Поставить все на такие, на постоянные рельсы, скажем так. Что такое рельсы? Это постоянное движение. По одному маршруту. Вы ходите на работу и домой по одному и тому же маршруту, а не по-разному, как вам там, как угодно стукнет вам сегодня налево ехать. Вы налево едете, к любовнице ночевать, да? Либо к любовнику. Вот. Нет. По колеснице вы едете как трамвай по рельсам, в депо, домой. К чему-то привычному, спокойному, безопасному. Почему безопасно? Ну, потому что вы знаете, как этим управлять. Вы, может, не совсем понимаете, что это он меня любит, но вы знаете, как с ним общаться, с этим человеком, с которым вы уже давно живете. Вот. А механизм любви, вот туда лезть не надо. Оно по природе само сделано правильно. Понимаете? Вот. Сфинксы тянут вас в ту сторону, в которую нужно. Нужно просто ими рулить аккуратненько. Вот такие дела. Так что, ну вот вовремя нужно ими пользоваться. Домашний очаг, эго, это вот то, что вы глубоко внутри себя чувствуете. Сексуальность — это функция Луны, конечно. По Солнцу человек осознанно что-то хочет. Осознанно хочет там заняться сексом. Да? По Луне он не то, что осознанно хочет, ему хочется. Он может себя сдерживать, но он все равно чувствует, что ему хочется. Все равно внутри какое-то движение есть, да? Вот, поэтому, как бы, повозка активная карта в каком-то в опосредованном смысле. С одной стороны, это потенциал, с другой стороны, не всегда он должен действовать. Потому как Луна — это черное и белое. Когда-то нужно, а когда-то не нужно. Да? Вот. Скрытность. Ну, опять же, тут намек на Луну, что по этой карте, ну, это редкое значение, но временами вот человек не совсем понимает, как действует в нем вот этот механизм его характера, да ему это и не нужно. Лучше даже, чтобы оно там оставалось под капотом, да, и в настройки не лезть. Если работает хорошо, окей. Главное там вовремя омывайку менять, да, и бензин заливать. Эго вроде бы принцип Солнца, нет? Ну, скажем так, солнечный диск, да, крылатый диск, это и есть то самое эго, да? Это постоянное желание к движению. Солнце-то является источником этого движения. Луна только отражает этот свет. Луна отражает свет этого эго. Эго, оно будет, конечно, ну в полной мере эго, оно будет в следующей карте. В силе. Собственно, в том, что на самом деле является вами. Ваши истинные желания, которые вы сдерживаете, чтобы они не вырвались наружу, да? А повозка — это ширма для этого эго. Вот оно, эго, сидит в этих доспехах. Живой, мягкий человек, этот вот рак в панцире внутри, такой мягонький, да? Панцирь жесткий. Вот этот панцирь и есть повозка. А вот то, что мягкое эго сидит внутри, ну оно же здесь есть. Оно, конечно, станет
настоящим в следующей карте, но пока оно в повозке. Пока оно не может бегать так быстро, как ездит повозка. Ему проще все-таки взять эту повозку, данную от родителей. Вот такие дела. Более подробно с конкретными значениями мы, конечно, все-таки будем в этом самом в курсе групповом заниматься. Там уже с каждым отдельно взятым человеком мы будем рассматривать значения для него более или менее понятные. Потому как значений по этой карте может быть масса, огромная масса. Просто потому, что если вы понимаете суть карты, да, данное что-то в подарок, то, что мы не можем оторвать от себя, от того, что мы являемся частью, просто потому, что мы являемся итогом и результатом всего того, что связывает нас с тем, что нам подарили, вот это и есть эта повозка. Мы не можем выйти из этой повозки. Потому что мы являемся ее частью. В некоторых случаях может означать жилье, приобретение или утрата. Я бы сказал, что по этой карте это скорее ощущение действий, которые ведут к безопасности. Жилье как ощущение безопасности. Вот тот самый отчий дом, где мы можем голову как бы преклонить, да, и отдохнуть, успокоиться, где нет опасности. Поэтому все операции с недвижимостью, они должны по этой колеснице, по этой карте идти как, ну как сказать, безопасно, а аккуратно и по естественным риэлторским законам, так скажем. Можно и продавать, если вы хотите обезопасить свой дом там от разрушения, допустим, да? Вот. Это же может быть страховка. Да, это не ваши деньги, это то, что вам дают, как бы пользоваться в случае чего, в случае опасности. Дают вам ощущение безопасности, если оно вам понадобится. Но это скорее 8-й дом, скорее Скорпион. Вот, но тем не менее. Вот. Еще раз, по каким-то более таким детальным значениям, все очень зависит от контекста. В разных контекстах с разными людьми, в разных ситуациях эта карта может значить разные нюансы, связанные с жильем. Но это, конечно, жилье. Давайте теперь самое интересное, да, я знаю, что все любят. Все очень любят, когда я привожу примеры из мифов и массовой культуры, да, современной. Собственно, вот те дары Гермеса, о которых я вам уже сказал, вот эта сандалька крылатая. Это то, что подарил Персею Гермес. Там же еще и меч, и щит. То есть, ну вот то, что боги дают людям, героям, чтобы они совершали свои подвиги. Потому что сами по себе герои, они хоть и сильные, но без подручных средств, без этих колесниц, без этих подарков, да, они как бы мало что могут. Сам по себе ты можешь обладать офигенным потенциалом, но если ты не умеешь с помощью неких инструментов, да, с помощью каких-то действий, отточенных, которым тебя научили, ты не можешь сам по себе представлять ценности без того, как ты работаешь. Поэтому это скорее способ действия, да? Вот летать по небу ты можешь, если тебя боги научат, дадут тебе некий подарок, с помощью которого ты будешь пользоваться. Побеждать, идти к безопасности. Потому что в конце каждого мифа есть ощущение безопасного дома. Одиссей плавал зачем? Чтобы домой вернуться. Поэтому вот берем того же Хоббита, да, Хоббит либо путешествие туда и обратно. Очень важно. А профессор Толкин был очень умный дядька. Он прекрасно понимал, что в каждом мифе, в каждой сказке, великой сказке, должен быть сюжет возвращения назад. Поэтому в Хоббите он прям так и пишет. Или туда и обратно. Вот. А во Властелине колец все можно было бы закончить, допустим, этой самой победой над Сауроном, да, и свадьбой нового короля. Вот. Нет. Хоббиты вернулись домой, конец истории, рассказали, что дома у них все безопасно, что все хорошо, вот тогда это конец истории. Каждая повозка, каждая колесница едет в место, где она может безопасно отдохнуть. Понимаете?
Жили они долго и счастливо. Вот именно. Долго и счастливо. Емеля, который на печке, либо кто там, Иван, дурак, ну, неважно. В общем, некий герой русских народных сказок, да, который едет на этой печке. Самая такая смешная повозка, которую я мог представить себе в славянских мифах, в славянских сказках, скорее. Ну, это сказка. Да, то есть он же не сам как бы везет эту печь, да, эта печь едет с помощью некой волшебной силы, которая дала этот дар Емеле, да, вот захотел Емеля, чтобы повозка, вернее, печь поехала. Он должен сказать что-то, какие-то волшебные слова по щучьему велению, по моему хотению, да. Это же не его сила волшебная, это волшебная сила щуки, да, природы той подводной, хтонической силы, которую человек может накопать себе, если глубоко в себя нырнет, сходит за водой, за эмоциями, да? Вот. Поэтому ты можешь двигать горы, если ты найдешь источник силы. А источник силы — это загадка сфинкса. Да? Знаем с вами. Так что тут вот эти невидимые сфинксы, которыми управляет та самая дочь морского царя, щука, она же высшая жрица. Ну, вы помните, да? Это вот все. Ну, вот такие дела, пироги. Вот такой вот дар. В современной масс-культуре. Класс. Обожаю. Что такое колесница? Это что-то такое, с помощью чего герои, главные действующие лица повествования, ну, как бы Хан Соло — это у нас один из главных героев саги о Звездных войнах, да? Это не главный действующий герой, но один из главных. Их там вообще 4, да? Люк Скайуокер, принцесса Лея, Хан Соло и 4-й там еще там был этот самый Чубакка, да? Вот, либо эти роботы. Там что роботы, что Чубакка, у них такая скорее второстепенная роль, да? Вот. Ну, есть еще Дарт Вейдер, там тема отдельная, конечно. Но мы с вами видим повозку. Это тот инструмент, с помощью которого Хан Соло, собственно, и производил свои подвиги, да, вот эти контрабандистские, кстати, скрытые, тайные, да, спрятанные товары провозил. Вот тот самый сокол тысячелетия, либо тысячелетний сокол, да, Millennium Falcon. Причем современные эти сценаристы, они когда рисовали последнюю серию Звездных войн, да, вот они вернули туда этот Фалькон, этот корабль, и там была шикарная сцена, как Хан Соло с Чубаккой заходят в этот корабль, и в рекламных роликах везде была фраза «Чуби, мы дома». Да? То есть вот это ощущение безопасности в стабильном движении, да, то есть это, в принципе, повозка, которая движется, но ты в ней чувствуешь себя как дома, безопасно. Это то, что тебе известно давно, с самого детства, то, к чему ты привык, то, где ты пользуешься, не задумываясь. Дома мы ходим по дому, не задумываясь, как-то, ну, на автомате, да. Мы подсознательно чувствуем, сколько шагов нужно пройти до холодильника, что у нас где лежит. Мы не сканируем каждый раз пространство в попытках, а где у нас тут холодильник, а где тут у нас диван, а компьютер где, а камера где, да. Я помню, вот там то, то есть оно у меня где-то там скрытое знание, понимаете? Вот в чем фишка этой карты. Вот. Очень доходчиво объясняете значение карт. Главное, что есть система, это удобно для понимания. Удобно. Еще удобнее вот брать какие-то известные по произведениям архетипы такие, да, и прям чувствовать их. И тогда вы будете чувствовать, что значит карта. А работа с картами Таро, как я всегда и всем говорю, это работа в первую очередь с чувствами своими, с эмоциями. Вот, а не просто с набором значений. Поэтому я значениям-то особое значение и не придаю. И извините за такой плоский каламбур, но тем не менее. Я больше значения придаю эмоциям, чувствам, которые карта вызывает. Если вы хорошо понимаете свои эмоции, хороший таролог должен понимать свои эмоции, головой понимать, разумом, а не просто их чувствовать. Вот тогда вы будете понимать каждую карту.
Просто в каждой ситуации она будет для вас значить что-то другое, чем в ситуации предыдущей. Но с ощущением, которое вы чувствуете от этой карты. Вот, в данном случае повозка дает ощущение защищенности, хотя и одновременно при всем этом движение, да, то есть защищенное движение — это движение по каким-то знакомым маршрутам, как трамвай ходит по рельсам, да, мы ездим в общественном транспорте, не переживая, мы знаем, куда он нас привезет. Даже если мы не знаем, вот, мы чувствуем, что он идет по какому-то маршруту, который всегда можно узнать, если спросить там у водителя, у пассажиров, да, кого угодно. Вот. Поэтому тебе не нужно как бы беспокоиться в общественном транспорте. Тебя привезут туда, куда нужно. Ощущение вот это. Знаете, когда идешь ночью, вечером, мы вот вчера с женой гуляли, проезжает мимо трамвай пустой, а мы поздно вечером шли, да, уже так темно, фонари светят. И вот проезжает мимо трамвая, светит огнями своими там внутри, и создается ощущение, что там в нем внутри, в этом трамвае уютно, тепло, спокойно, и он куда-то везет человека домой. Понимаете? Вот ощущение от этой карты. Если мы берем нашего любимого Нео, да, в Матрице, Нео, Тринити, Морфеус, я уже вспоминал их в предыдущих картах, потому как очень яркий фильм, очень шикарные там архетипы, очень шикарные герои, хорошо прорисовано, с умом. Вот, то, конечно, вот тот корабль, я уж не помню, как этот корабль там звался, да, у них, ну вот, на котором они вот в подземных толщах летали всей командой. Вот это и есть та самая колесница, это их такой передвижной дом, где они все спят, отдыхают, да, куда они возвращаются из Матрицы. На самом-то деле их реальная жизнь — это вот этот семейный передвижной очаг такой, ну у них он был передвижной, да, вот. Вокруг везде опасный мир, а вот тут у нас в корабле все хорошо, спокойно, да. Там есть определенный механизм, с помощью которого они погружались в эту самую матрицу и что-то там воевали в этой матрице. Вот. То есть вот тот механизм, который не сам Нео создал, да, ему как бы дарят вот все те, с кем он летает там в этом, да, он туда просто пришел, в эту колесницу, в этот корабль. Он уже был этот корабль, механизм. Вот. Конечно, шикарный образ братьев Винчестеров из сериала, которому, сколько там, на секундочку, 15 сезонов сверхъестественно. Я первый, по-моему, смотрел давно-давно, много лет назад. Первый, второй, третий. Ну, что-то там пару сезонов глянул. Очень было интересно. Вот, сейчас-то, конечно, много других сериалов интересных. Но вот тут прям шикарный образ этой колесницы. Шикарный образ двух братьев, чуть ли не близнецов, но уже не близнецов. Но тем не менее, это братья, причем каждый из них со своим характером. Если мы говорили в прошлом, на прошлой лекции, на прошлой карте о близнецах, да, о близнецовых мифах, о фильмах голливудских про напарников, где они вроде бы у них одинаковые функции, да, но разные характеры. Вот тут то же самое. У них одна функция, они ездят по Америке, да, и преследуют всякую нечисть, да, такие братья Винчестеры, да. Ездят они в машине Impala, Chevrolet Impala, шикарно. Я себе хотел одно время такую машину, очень-очень, но они стоят каких-то сумасшедших денег именно из-за популярности этого сериала. Именно 67-го года Impala, она стоит сумасшедших денег сейчас. Вот. Но когда они делали этот фильм, Импала — это был образ как бы чего-то такого хорошо, крепко сбитого, хорошо работающего, но уже устаревшего чуть-чуть. И братья получили эту машину в наследство от отца. Понимаете? И у них там в багажнике целый арсенал для борьбы с этими демонами, с нечистью, со всякими там вампирами и прочими колдунами страшными, да? Вот. И у них нет дома. Единственный их дом — это их машина. Они ездят там из мотеля в мотель, да, но не задерживаются долго на одном месте. Единственное место, в котором они надолго задерживаются, в котором чувствуют себя в безопасности, хоть и в движении, это вот эта самая колесница, Импала. Вот. Поэтому мы с вами чувствуем
отголоски близнецовых мифов и, собственно, в том, чем они потом, эти близнецы, пользуются, да. Вот, и если ты сделал неверный выбор, ты будешь тянуть эту колесницу, тянуть свою лямку. Если ты попытался обмануть богов, либо забыл о том, что богов принято благодарить, ты будешь львом и будешь тянуть эту колесницу для кого-то другого. А если ты по близнецам сделал правильный выбор в своей жизни, то тебя боги одарят. Да, и ты, если ты будешь правильно пользоваться своим даром, он тебя завезет в безопасное место, туда, куда тебе нужно, и будет возить долго-долго-долго, понимаете? Вот. Но, конечно, самый интересный вариант этой карты, в которой и колесница-то очень условная такая, да, ее тут практически не видно. То есть тут нет транспортного средства. Это в фильме 90-х годов, по-моему, фильм, называется «Почтальон», да? Как там актера-то зовут, я не помню, но какой-то известный голливудский актер. Где-то он там играл еще в каких-то фильмах, в многих. Очень недооцененный фильм, хотя интересно сделанный, такой в стиле водного мира. Кевин Костнер, по-моему. Вот. И сюжет фильма в том, что, во-первых, постапокалипсис. Да? То есть какая-то там ядерная война была, либо что-то еще такое. Разрозненные группы людей живут в каких-то разрозненных общинах, да, и сильные бандиты как бы портят жизнь мирным жителям, да. Сильные пользуются своим правом сильного, да, там сколачиваются какие-то банды и прочее, прочее. И бродяга, который случайным образом находит какую-то сумку почтальона с фуражкой почтальона, с плащом почтальона, все это одевает, чтобы согреться там либо как. Но вот его принимают за почтальона. Вот, а надо сказать, что в Америке все эти самые государственные структуры пользуются уважением и таким, ну, не почитанием, но скорее к ним относятся как к чему-то очень серьезному. Вот. И тут люди решили, что ты почтальон, что ли? А что, вернулось государство, да? А там штаты развалины, то есть люди живут сами по себе. И он стал ходить от селения к селению, его там стали кормить везде, и он стал всем рассказывать байки о том, что вот, я работник почтовой службы Соединенных Штатов, как бы, вот, мы скоро все восстановим, вот все будет хорошо, его за это кормили, то есть он шел дальше, то есть он пользовался. Он как бы в этом, ему дали в наследство вот этот образ почтовой службы, да, то, чего он не сделал, он просто нашел эту одежду, да, как в анекдоте том, дяденька сварщик-то я не настоящий, да, вот, вот он примерил на себя личину этого почтовой службы этой, да, и ехал на этом образе, пользовался этим. Надо сказать, что когда ему пришлось все-таки принимать свое собственное решение, он принял правильное решение, да, там бла-бла-бла, все это интересно, и в самом деле все закончилось хорошо, как бы, да, но вот этот образ, когда ты пользуешься силой, которую ты сам не создал, ты получил в наследство от некого высшего мира, от мира прошлого, да, от мира людей более сильных, ты, конечно, вот можешь этим пользоваться, но пользоваться надо с умом. Тогда тебя вот этот образ, да, он привезет, вот та самая колесница, повозка, она тебя привезет туда, куда тебе нужно, в безопасное какое-то место. Вот, к твоему спокойствию, скажем так. Конь Юлии это колесница или колесничий? Сложно сказать. Главное все-таки действующее лицо этой карты это не герой, да, это вот почтальонная шмотка, это образ, это вот та колесница, о которой-то речь и идет. Никому не интересна была личность этого человека, всем был интересен мундир, да, то есть тот образ, в который он вжился. Он олицетворял собой некие высшие силы. Да, и он просто этим пользовался. Он ехал вот на этой повозке. Она как бы ехала сама за него.
Вот, он этим просто пользовался грамотно. Вот такие дела, пироги. Вот такой образ, особенно, ну, если брать так в практическом значении, вернее, в прямом смысле, то если повозка, то вот Chevrolet Impala, конечно, она круче всего смотрится, так как тут два разных характера, черный и белый, младший брат и старший брат, один такой умный, но осторожный, а второй такой как бы вспыльчивый, но чуть более глупый такой, да, какой-то такой, вот они как черный с белым, да, как противоположности. Очень много серий там замешано на разнице характеров, вот это вот, когда спорят черный сфинкс с белым сфинксом, да. Но вот этот образ того, что они получили вот этот передвижной свой дом в наследство от отца, от того, кто им просто сделал, создал их, воспитала их. Вот. Там даже есть такие нюансы интересные, да. В какой-то серии было, что старший брат или младший, не помню, младший, наверное, младший нашел в пепельнице в машине солдатика, которого он туда засунул еще в раннем детстве. То есть ностальгия такая, что-то знакомое, привычное, что-то уютное очень. А старший он в детстве засунул в щели печки кусочки лего, да, вот. И когда включали печку, эти кусочки лего там шевелились, да, так чуть-чуть. И он это так и оставил, он не стал это чинить от того, что это вызывало в нем ностальгию по детству, приятные детские теплые ощущения, когда он с отцом ездил в этой же машине. Вот это вот ощущение семейного очага на колесах, вот это и есть та самая карта. Вот такие дела. Вот такая карта интересная. В раскладах она может значить именно вот это ощущение движения, но движение направленного на достижение стабильного чего-то, на достижение желание остановиться где-то в своем движении. Вот. То есть ощущение, когда вы машину остановили, но двигатель еще работает. Вот это колесница. Понимаете? Вроде спокойно, с вами ничего не произойдет от того, что, ну вот, вы не едете, но тем не менее, в любой момент вы можете опять по знакомому маршруту поехать. Вот такие дела. Вот так. Напоминаю еще раз, что если вам интересно более подробно понять, как работать с этой картой, то скоро я буду набирать группу по онлайну. Обучение будет, скорее всего, в Zoom. Там такие будут двухчасовые лекции, в которых мы в небольшой группе, там, наверное, человек 5 будет. Вот, где я смогу общаться с учениками сразу же. То есть работать будем, скорее всего, в Zoom. Вот, Zoom подразумевает то, что я вас вижу, слышу, вы меня видите, слышите, и я вам могу все показывать, вот те же картинки, делать какие-то расклады, вы будете видеть, как я расклад делаю, будете делать расклады сами, мы будем прорабатывать эту карту в разных раскладах, вы будете видеть, какие значения она принимает, таким образом вы будете более четко чувствовать саму карту. Вот. Все-таки в формате односторонней лекции, как по YouTube, практические значения нарабатывать это, ну, скорее в шаблоны человека загонять. Вот. На ютубовских лекциях у меня есть задача дать вам ощущение карты. Вот, ну как, нравится, интересно. Надеюсь, что было интересно, надеюсь, что было полезно. Вот, на следующей лекции в пятницу мы разберем колесницу, но уже в таком более философском смысле. То есть те, кто постоянно смотрит мои лекции, они знают, что у нас одна лекция — это такие вот значения по символике, история символики, история карты, ощущение, понимание самого глубинного, скрытого в чем-то где-то смысла этой самой карты, да. А философские — это уже такое более глубокое погружение в ощущение самой карты. И это у нас будет в пятницу, через пару дней. Да? Ну, опять же, все будет в записи. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, вы сможете их задать на следующей лекции.
На сколько занятий планируете курс? Это будет больше 20 занятий точно. Это будет такой курс более длинный, да, на пару месяцев. Занятий 50 точно будет. По крайней мере, по одной карте мы должны потратить на каждую лекцию. Вот это уже 22 часа, да? 22 занятия, так скажем. Младшие арканы гораздо проще. Младшие арканы там мы можем брать сразу, ну, тоже, наверное, занятий 10. Ну, порядка 40 занятий минимум будет. Минимум 40 занятий. Вот. Хочется на курс, но у нас бюджет считается, планируется, а вы стоимость не говорите. Так я вот тот самый бюджет как раз еще и не просчитал и не спланировал, понимаете? Как только просчитаю, спланирую, я так вижу, что заинтересованность есть, тогда есть смысл считать. Тогда да. Тогда я просчитаю, и к следующей лекции я постараюсь уже как-то сориентировать вас и по количеству лекций, и по примерному курсу, и по стоимости, само собой. Вот. Раз людям все-таки интересно, то ну, давайте как-то это все дело осуществлять. Ну, то есть, как бы, вам хочется цифр, но я же не могу брать эти цифры с потолка, я должен просчитать, как мне это будет, чтобы это мне не было в минус, да. Я бы мог это все делать даром, но надо же как-то свое время и на зарабатывание денег тратить. Если делать такой курс, то ну, это минимум 2 занятия в неделю, минимум. Лучше, конечно, 3. Вот, чтобы не выпадать из ощущения потока, да, лучше 3 лекции, но не все могут 3. Вот, ну, 2-3 лекции в неделю, времени занимает много, это минимум 6 часов, причем самого такого активного, вечернего, конечно, лекции-то вечером будут, потому как, ну, люди вечером свободны, чаще всего. Можно на список ожидающих внести. А вы мне пишите в WhatsApp, да, в этом самом, в описании к видео есть WhatsApp, и если наберется человек 5 хотя бы, я курс, конечно, запущу. Вот. Пишите в WhatsApp, и мы уже в WhatsApp будем более плотно общаться по этому. И в ближайшие дни я тогда выпущу видео по детальному этому освещению группы курса этого, чтобы, ну, все люди знали, что и как. Вот маленькое видео там на 5-10 минут. Ну, чтобы просто было видно, что и как. Вот. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо вам за вопросы, спасибо за интерес, за лайки, за комментарии тоже спасибо. И на следующей лекции у нас повозка, ну уже такое глубокое философское погружение в карту. На этом мы с вами закончим первую треть зодиака. И дальше у нас интересно, ну они все интересны, все карты интересны. Дальше у нас вторая треть зодиака. Это когда человек в середине жизни понял, что он более или менее на надежные рельсы свою колесницу поставил. Ездит, работа, дом, дом, работа. Вот теперь хочется как-то выпендриться, да, что-то по-своему сделать. Это уже лев, это сила. Силушку-то свою направить в нужную, в интересную сторону, а не по кругу, как луна ходить. До встречи, вам спасибо, очень интересно. Окей, хорошо. Стоимость курса нужна, планируем бюджет. Хорошо, я тоже буду планировать тогда стоимость курса и сообщу вам в ближайшие дни. Всем спасибо за эфир. Хорошей вам рабочей недели, да, она в разгаре. Ну и увидимся через пару дней. Всем пока.